конце спуска с горы сани массой 80 кг обладали кинетической энергией 1 килоджоуль. Какое максимальное расстояние пройдут сани по льду замерзшего пруда, двигаясь равнозамедленно, если коэффициент трения полозьев саней по лед равен 0,2? Как известно, масса саней равна 80 кг, кинетическая энергия, которой обладает сани, равен 1 килоджоуль. Коэффициент трения равен 0,02. Какое расстояние они пройдут, если коэффициент трения вот этот, 0,2. Сказано о том, что масса саней 80 кг, и в конце спуска с горы они имеют 1 килоджоуль энергии. В данном случае получается, что сани здесь, нарисуем их в самом начале, имеют такую энергию 1 килоджоуль, и эта энергия будет растрачена на преодоление силы трения на каком-то расстоянии. Сила трения выполнит какую-то работу. Какая это будет работа? Для того, чтобы погасить кинетическую энергию, которую имеют сани вот в этом месте. Получается так, что сила трения, которая будет направлена, естественно, против движения, будет зависеть от веса саней и коэффициента трения. Так направлена сила трения. Пишем так, F трения. И она будет действовать на каком-то расстоянии, пока ее работа не будет равна работе кинетической энергии, которую имеет сани в конце спуска с горы. Запишем, что F трения, во-первых, равно. В данном случае оно равно μP. Это вес саней. Саней здесь вот компенсирует реакции. Не будет проваливаться, сравниваться реакция именно льда, но сила трения будет зависеть от именно теперь веса. Можно записать, что равно μmg. Работа, которая выполнит сила трения на какое-то расстояние s, можем записать, что работа, которая будет выполнена силой трения, будет равна F трения умножить на s. Все это будет равно чему? Кинетической энергии, потому что кинетическая энергия полностью будет погашена вот этой работой сил трения. Но отсюда будем искать, чему равно s. S равно кинетическая энергия делить на F трения. Вместо F трения подставляем вот это значение. Даваю кинетическое на μmg. Все, а теперь будем расписывать уже непосредственно сами значения. 1 килоджоуль – это 1 умножится на 10 в третьей степени джоулей. Внизу μ масса 80 кг и умножено на g 9,8 метров за секунду в квадрате. То мы здесь должны получить s, расстояние. Реально мы должны получить метры здесь. Тут у нас много разных значений, есть килограммы, секунды, а нам нужно получить метр. Давайте теперь раскроем вот это значение непосредственно. Джоули, что они собой представляют? Это ньютон на метр, пишем. Единичка на 10 третий. Ньютон умножить на метр. Разделить, мы не написали, 0,02, умножится на 80 килограмм, умножить на 9,8 метров за секунду в квадрате. Смотрите, килограмм на метр и секунду в квадрате. Это что? Это ньютоны. В данном случае тогда мы можем сократить вот эту вот размерность. Вот этот ньютон, килограмм, метр за секунду в квадрате. Остались метры. Осталось 10 третий разделить на 0,02, что умножится на 80 и на 9,8. И мы получим 63,77 метра. Приблизительно можем написать, что это будет 64 метра. Так S будет равно 64 метра. Значит, когда сани имеют кинетическую энергию в конце спуска 1 килоджоуль, они еще могут прокатиться на 64 метра. В течение этого расстояния сила трения своим воздействием, работа силы трения полностью компенсирует кинетическую энергию, которую сани имели в конце этой горки.